Рада приветствовать всех на канале. Наступила новая весна 2021 года. И у всех огородников сейчас горячая пора. Я не являюсь исключением. У меня тоже полным ходом идет посев, посадка, высадка огородных культур. В сегодняшнем видео никаких новшеств и ничего удивительного не будет. Все как обычно, последовательно покажу, что я делала этой весной и на каком этапе нахожусь сейчас. И сладкий и острый перец сеяла своими семенами, но острый у меня не взошел, пришлось впоследствии семена купить и пересеять еще раз. Посев производила в смесь огородного грунта с вермикулитом 50 на 50. Больше в грунт ничего не добавляла. Перцу для прорастания свет не нужен, ему нужно тепло, поэтому поместила плошки с посевами на батарею. Между батареей и плошками обязательно нужно проложить какой-то материал, чтобы семена не сварились, чтобы грунт не был слишком горячим. Базилик можно сеять сразу в открытый грунт на постоянное место весной, но мне нравится выращивать его рассадой. Растет он неплохо при недостатке освещения, и я несколько раз даже успеваю срезать его и употребить срезанное в пищу. Сеяла в такой же грунт огородная земля плюс вермикулит. Одна часть базилика из семян и вторая половина вот из такого пакетика. Продается такой базилик в супермаркетах для еды. Вершки можно съесть, а корешки размножить, посадить в горшочек. Они прекрасно приживаются. Ну, не 100%, конечно, но большая часть корешков приживается. Перед пикировкой рассаду заливаю водой для того, чтобы грунт хорошо размок и корешки не повредились, освободились от грунта и остались неповрежденными. В рассаде сладкого перца уже 25 дней. При зимних посевах, при ранних посевах рассада развивается медленнее, чем если бы мы это сделали весной. Это надо учитывать, но руки чешутся, поэтому хочется посеять все пораньше. В этот грунт при пикировке уже можно добавить удобрение пролонгированного действия или удобрение для рассады. Заглубляю перчик почти до 7-дольных листиков, хотя этого делать не рекомендуется. В один стаканчик сажаю сразу 2 растения. Итак, наступил конец марта. Сажаю томатики низкорослые, скороспелые. Семян в пачке по 5-10 штук, поэтому чтобы их не пикировать, буду сажать каждое семечко в отдельную емкость.
Поливаю грунт кипятком, почти кипятком, раскладываю семена, присыпаю сухим грунтом, накрываю крышечкой и оставляю в тепле всего на одни сутки. Уже на следующий день я их вынесу на улицу и поставлю в холодный парник. Тепло я их заносить больше не буду, пикировать не буду. Буду их высаживать в грунт из этих же емкостей. Первые несколько растений базилика пошли в грунт в середине марта. Еще довольно прохладно на улице, неуютно, сыро. Остальные высаживала уже в теплую погоду. Вы можете видеть опилки, рассыпанные вокруг растений. Это я не мульчирую почву. Это я защищаю молодые растения, нежные, от улиток и слизней. Если этого не сделать, то съедят за одну ночь, за первую же ночь. Так у меня произошло с перцем, который я вынесла на закаливание в холодный парник. Позже его покажу. Это даже не опилки, это измельченные ветки деревьев и кустов, которые я обрезаю. Я уже вам показывала, как я их измельчаю садовым измельчителем. Вот эти опилки я смешиваю со спитым кофе и посыпаю вокруг. Ни одно растение не пострадало после такой посыпки. Если растения не адаптированы к солнцу, то на первое время, на первые несколько суток прикрываю их баночками или какими-нибудь полупрозрачными контейнерами. Вот так выглядит рассада томатов через 1 месяц и 1 неделю после посева. У меня не сохранилось записей о времени всхода, когда появились петельки, поэтому сказать конкретно ничего не могу. Но рассада, которая зашла в холоде, всегда выглядит гораздо лучше, чем та, которая зашла в тепле, и развивается она быстрее. В этом году я решила поэкспериментировать и в посадочную лунку добавить овощные очистки, домашние отходы кухонные, которые пару недель ферментировались с препаратами. Препараты Байкал, Тамир. Я их обработала этими препаратами и складывала в емкость для того, чтобы при посадке добавить в лунку. Обязательно присыпаем землей этот слой, потому что смесь очень кислая, она может обжечь корни. Посмотрим, что из этого получится. Один сорт 5 штучек посажу на такую вот органику, а второй сорт обычным способом. И посмотрю на результат. Если будет разница, обязательно вам ее озвучу. Это уже начало мая. Для огурчиков грядку готовила с осени. Ну, как готовила. Скидывала на нее все растительные остатки, ветки, листья, траву. Весной накрыла все это картоном, пролила препаратом Байкалом. Сверху положила траву скошенную от первого покоса. И в этой органике делаю лунки, которые заполняю огородным грунтом. В этот грунт буду высаживать рассаду огурчиков. Сеяла всего 4 семечка для ранних огурцов. Остальную рассаду, остальные семена посеяла только на днях. Потому что весенняя рассада растет, развивается гораздо лучше. Рассада огурцов у меня слабенькая, хиленькая. И еще к тому же не адаптированная ни к солнцу, ни к ветру. Буквально пару дней назад начала его носить. Поэтому она сейчас выглядит не лучшим образом. Вот такая вялая. После высадки я ее прикрою с головой этой же сухой травой, чтобы она не сгорела на солнышке. Траву от второго покоса собрала в кучку. Ею буду мульчировать томаты, которые высажу на грядку. Это вторая часть скороспелых низкорослых томатов. Буду их высаживать обычным способом. Ничего в лунку добавлять не буду.
После высадки тех кустиков прошло всего 5 дней. И посмотрите, как сильно отличается рассада. Приземистая, толстые ножки, крепенькие. Выглядит неплохо. Мне вообще очень нравится рассада, которая выращена в естественных условиях на улице. Она не нуждается в закаливании, ее не надо притенять, потому что пленку я убрала уже давным-давно, и растения эти полностью адаптированы. На 2 квадратных метра на грядку у меня получилось 9 или 10 растений. Между ними посажу 2 кустика базиликов, в которых взошла тоже какая-то томатная рассада. Даже ее убирать не буду, мало ли что. Может, и она мне пригодится. В этом году накрывать буду старой пленкой, которая мне больше не нужна. Она вся дырявая, но для таких целей она подойдет как нельзя лучше. Несколько лет назад показывала, как я использовала для этих же целей картон, бумагу размокшую. Можно использовать ненужную ткань, вещи какие-то старые, ну или покупной покрывной нетканый материал. Состояние пленки, ее красота не имеет никакого значения, потому что я ее накрою вот этой скошенной травой. Уголки можно обрезать или завернуть. Нюша как раз рядом с рассадой огурцов. Главное, что не на ней. Повезло мне. Слой должен быть достаточным, и его по мере подсыхания нужно будет обновлять. Нужно будет добавлять постоянно траву. Но с этим у меня проблем нет, потому что вокруг грядок и везде у меня газон. Напоминаю, что все эти манипуляции я проделываю для того, чтобы, во-первых, не полоть, не пропалывать посадки, а во-вторых, томаты я не поливаю никогда. Полив идет только если идет дождь. Все остальное время растения добывают влагу для себя самостоятельно. Из глубинных слоев почвы, во-первых, а во-вторых, под слоями пленки, травы грунт остается постоянно влажным, он не пересыхает. И со временем, со следующих покосов, я накоплю траву, чтобы замульчировать все грядки. Вот такие опилки, такие измельченные ветки я использую для посыпания вокруг кустиков, вокруг рассады. Смешиваю с кофе. Вот мой защитный состав. Не подводит. Единственное, что после сильного дождя кофе смывается. Опилки остаются, но кофе смывается. Поэтому, если растения еще не окрепшие, то стараюсь слой защитный возобновить. Огород у меня небольшой, можно сказать символический, всего 6 грядок, 4 метра длиной и шириной около метра, 90 сантиметров, если не ошибаюсь. Вот он мой многострадальный красный перчик сладкий, который съели слизни и улитки почти полностью. Но сейчас он уже восстанавливается и выглядит уже не так плохо. После сильного ливня, который прошел позавчера, защитный слой кофе смылся.
поэтому его возобновляю, пока растения еще не окрепли. Острый перчик, который сеяла повторно, сегодня или завтра тоже высажу в открытый грунт. Сегодня у меня был вот такой ревизор. Проверил, все ли у меня готово к огородному сезону. А у меня на сегодня все. Всем отличного настроения, здоровья, хорошей погоды, хороших урожаев и до новых встреч на канале. Пока!